Итак, всем привет! В нашем сегодняшнем видеоролике пойдет речь как вы видите, уже о лампах. И не просто лампах, а вот именно о лампочках, которые стоят в китайских люстрах. И хочется немного сэкономить, так как вот эти галогенки, они потребляют большое количество ватт. Вот, и желательно их немного сократить, это потребление. Плюс они очень быстро перегорают, буквально месяцы они перегорают, эти лампочки. Китайцы их так делают некачественно, что они горят очень часто. Их приходится менять прям по несколько штук в месяц. Вот. Плюс они нагреваются очень сильно, там выше 100 градусов нагреваются, как утюг. Очень сильно идет нагрев от них. Вот, то есть это некомфортно. Желательно их заменить на более что-то такое экономическое, как светодиодные лампочки. Но и желательно, чтобы света давали не меньше, чем галогенная лампа. Что нам предоставляет, так скажем, под этот же патрон G4 наши друзья китайцы, да, чинайцы. Они нам предоставляют вот такие светодиодные лампочки мощностью 3 ватта. Вот. То есть световой поток от этих ламп практически никакущий. Вот. Опять же, я их не советую. Это полная фигня, если взамен вот этих галогенных ламп покупать вот такие маленькие светодиодные под патрон G9. То есть, ну, это полнейшая шляпа. Вот. Света от них будет в несколько раз меньше, чем от галогенок. Потребление, конечно, будет меньше, но и света будет гораздо меньше. Будете сидеть в потьмах, в полусумерках. Есть вот такие у нас с патрончиком G9, да, ну уже там не 3 ватта, а может быть 4 примерно, да, но факт остается фактом, то что световой поток от них намного меньше, чем от галогенок. Вот, потребляет, конечно, меньше, но и света меньше. Что я предлагаю сделать? Для того, чтобы вам повысить световой поток, было в комнате светло, можно покупать вот такие лампочки с патроном уже G9, а не G4. Вот можно видеть эти лампы в сравнении, во сколько раз она немного больше. Вот, но она 10 ватт, вот эта лампа, а вот это 3 ватта. То есть во сколько раз светлее будет. Пусть она немного длиннее, выступать будет, да, но это вообще не критично. Я поменял во всех своих люстрах китайских вот на такие лампы. И совершенно вообще нет никакого дискомфорта. И практически непонятно, да, что лампа там стоит такая либо такая. Вот. Светит намного ярче в несколько раз. Вот. И настолько, ну и также она экономичная. То есть она светодиодная. По факту, естественно, что 10 ватт здесь нет. Я уже замерял. Немножко здесь меньше. Вот. Но в любом случае это не 3 ватта. Вот. Да, вот эти у нас лампочки, они уже идут 220 вольт. То есть у них уже встроен драйвер на 220 вольт, они подключаются напрямую. Уже не нужен 12-вольтовый драйвер к ним. То есть, если будете подключать в люстре вот такие лампочки, да, нужно будет убирать драйвер 12-вольтовый. Вот. И также вот это тоже уже встроен здесь драйвер 12-вольтовый внутрь. И она подключается напрямую к 220. Вот. Все это дело мы проверим. Проверим их вот таким прибором. Это ваттметр. Он показывает, сколько ватт потребляет та или иная лампочка, либо прибор. Вот. Вот таким вот образом я их уже припаивал. Эти усики можно видеть сразу. Забегу вперед, что не буду делать никаких. Вот такие вот усики припаиваем к патрону G9. И получается у нас можно будет включать его в патрон G4. Вот, подсоединять. Патрон G4 у нас, сейчас я покажу, как он выглядит. Маленький патрон, такие патрончики G4.
Вот. И вот такой патрон G9. То есть вот в этот патрон вставляется лампа G9 патроном. Ну а в этот патрончик, в маленький G4, вставляется вот, так скажем, лампа с гнездом G4. Вот. И вот, ну, нам нужно переделать вот из G9, припаять к нему вот такие вот усики, и получается у нас уже лампа можно будет подсоединять к патрону G4. Вот таким вот образом. Вот так вот он вставляется. И подключается к люстре и горит очень ярко. Вот. Так, где брать вот данные усики? Это мы берем из обычных скрепок. От обычной скрепки откусываем. То есть сначала нужно будет нам ее выпрямить из этой скрепки, сделать ее прямую проволоку. Диаметр проволоки 0,9 получается. Вот у этого патрона, да, галогеновые лампы, то есть усики вот эти, они диаметром 0,7. Но 0,9 тоже хорошо лезет в этот патрончик и даже лучше не выпадает. То есть держится покрепче, потому что проволочка будет немножко толще. Вот. Поэтому берем от 0,7, ищем проволоку такую, до 0,9. Ну, то есть скрепка обычная подходит. То есть я уже замерял, я уже пробовал. Да, и еще один нюанс. Паять придется уже эту скрепку, то есть кусочек от скрепки, нужно будет паять с паяльной кислотой. Так как флюс обычный со смолы он не подходит, он идет только для медных проволок. И нам нужно будет паяльную кислоту использовать. Вот для этих целей покупается такая вот кислота паяльная. То есть для цветных металлов. То есть нержавейка идет, паяет. Вот, и обычный черный металл. Так. Все, то есть вот нам нужно будет в этот раз будем проверять вот на ваттметре. Для работы нам нужно будет кусачки какие-то, небольшие плоскогубцы, пассатижи. Вот, с кусачками. Желательно линейку отмерять, длину отрезков, чтобы откусывать проволоку от скрепок. Ну, может быть, пригодится ножик канцелярский, паяльная кислота. Так, паяльник это само собой. Также нам надо будет зажигалку для того, чтобы обсаживать термоусадку. Вот термоусадочка, мы будем обсаживать ее вот на это место. Для того, чтобы здесь вот заизолировать вот эти вот широкие такие концы от патрона G9. Одеваем сюда термоусадочку такую широкую. Вот, и обсаживаем вот по усике. И все, и у нас будет уже готовая лампочка для того, чтобы использовать ее в патрон G4. И люстра у вас будет светить ну, не хуже галогеновых ламп. При этом она будет потреблять в разы меньше. Можно даже сказать в 50%, может быть даже меньше потребления будет. А светить она будет намного лучше и ярче и приятнее глазу. Вот. Также они перегорают не очень так часто. Я как вот пользуюсь в люстре и меняю их очень редко, можно так сказать. На них я также оставлю на AliExpress, я заказывал их, оставлю на них ссылочки на эти лампы. Можно заметить, я эту вот лампу покупал до этого, да, потом я заказывал, они уже вот такие идут. Эту я лампу покупал у себя в магазине, находил, магазин Космос, вот. И лампа так и называлась, Космос. То есть наклеечка была вот на такой вот колбе. Прозрачная пластиковая колба с прорезями для вентиляции. Вот это колбу я ее снял. И то есть она остывает намного лучше без этой колбы с прорезями. Хоть прорези есть, но все равно нагреваются лампочки внутри
светодиоды очень сильно, так скажем, ну, для ламп светодиодных. Поэтому лучше их снимать и вот использовать таким вот образом, да, без колб. Вот. Можно, конечно, не снимать, это не критично. Вот. Можно использовать и с таким образом, но остывает вот таким вот образом она лучше, без, ну, скажем так, этого колпачка пластикового. Вот, в принципе, здесь весь принцип я уже рассказал. Можно будет сейчас я их проверю на ваттметре, эти лампы. Вот эти вот лампы, они 12-вольтовые. Для них нужен драйвер, то есть как вот и для галогеновых ламп 12-вольтовых. То есть они идут в люстре драйвер 12-вольтовый. Вот. Но они очень слабо светят, повторяю. Для таких ламп драйвера нужно будет убирать 12-вольтовые и ставить напрямую. Если у кого-то остается там пульт, кнопочка, да, то есть контроллер с пультом, его оставляем, убираем только драйвер 12-вольтовый. Все напрямую, все подсоединяем. И будет у вас работать очень хорошо, и светло будет светить. В комнате будет очень светло. Вот. Так, в принципе, все. Сейчас я подключу к розетке наш ваттметр. Так, соединял, да, ее новую заказал с Алиэкспресс. Совершенно другая моделька. Вот можно видеть. Патрон немного побольше. И сейчас мы ее включим. Так, рукой буду закрывать свет, чтобы было видно. И смотрим 7,8. Показывает 7,8 ватта. Вот. Это тоже заявлено на 10-ваттная. Покупал на Алиэкспрессе. Но 7,8 это, ну, практически 8 ватт. На 2 ватта меньше, чем заявлено. То есть это вообще отлично. Светит она очень хорошо, ярко. Вот. Эти лампы я покупал в магазине, еще раз повторюсь. Я уже не помню, но, по-моему, они ватт, может быть, 9 были. Ну, не 10 точно. Вот, я примерно просто округлил, говорил то, что 10. Но в любом случае это не 3 ватта. Они намного ярче светят. Вот, и их покупал я в своем городе, находил. Затем что-то они стали дорогие, эти лампочки. Вот, больше 200 рублей такие лампы. Вот, на Алиэкспресс вот это я покупал со скидкой за 150, по-моему, где-то так. Все это дело я скриншотом выложу здесь вот в видео, сколько она стоила, когда я покупал ее. То есть она была по скидке на Алиэкспресс. Вот, по 10 штук упаковки. Вот таким вот образом это выглядит. Вот я их заказал. Вот сейчас я еще заказал, мне тоже знакомый друг попросил заказать ему и сделать, припаять усики к его люстре, тоже китайской. Вот мы ее сейчас распакуем, эту посылочку, и посмотрим, что там пришло. Так, вот такая вот посылка. И здесь даже уже не россыпью насыпано, а каждая лампочка упакована в индивидуальную упаковочку. И на упаковке написано у нас сколько. А на упаковке нам... смотрите, какие упаковки интересно сделали. Сейчас посмотрим, может быть, даже нас обманули и положили. Нет. На упаковке нарисованы и так, и так. Я сначала думал, что нас обманули, лампочки положили патроном Е14. Так, ну, должны быть Ж9. Да, так и есть, нормально. Все. Лампочки те же самые. Но когда я заказывал их, они были вот россыпью вот в таком вот пакете, пупырке. А сейчас они делают их в индивидуальных упаковочках. Вот таким вот образом они выглядят. Написано 9 ватт.
Давайте сейчас проверим на самом деле, сколько они ватт. Вот, но в любом случае они светят лучше, чем 3-ваттные, которые продаются в магазине, обычные, чтобы не паять. Так, 7,7. Ну, то же самое, 7,8. То есть я проверял вот эту, которую покупал еще в прошлом году. 7,8. Практически то же самое. Только свет немного холодней, не такой теплый. Ну, то же самое. 7,8. 7,8 ватт. Вообще отлично. Таким вот образом. Так, и будем сейчас мы их к ним припаивать усики. Процесс немного покажу, как это будет выглядеть. Вот. И потом уже перейдем к завершению нашей работы. Так. Вот здесь мы видим, лампочка, она меньше светит. Света от нее практически нет. И 2,5 ватта мы видим на ваттметре. 2,5 ватта это вообще ни о чем. Вот, это опять же, потом я пытался их соединить вот таким вот образом. Спарить их, спаять вместе, две лампочки хотя бы, чтобы было не 2,5 ватта, а 5 ватт. Но это опять же 5 ватт, это вам не 8 ватт. Вот, даже можно видеть 4,9, ну 5 ватт пускай, да, грубо говоря. Вот. Можно таким вот образом выходить из положения, но опять же это очень слабо. То есть 5 ватт, не 8. Вот. 8-ваттные лампы, они с патроном G9 светят, ну, намного ярче. Вот. А для того, чтобы, если вы хотите купить и не паять ничего, вот такие лампы продаются в магазинах и на Алиэкспресс для патронов G4, но это вообще ни о чем. То есть они очень света от них будет мало и некомфортно для зрения, и для вас вообще будет некомфортно находиться в комнате в сумерки, так скажем. Ночью включили и получилось у вас какие-то сумерки. Вот. Так, ну все, сейчас начнем паять. Покажу примерно, как все это дело выглядит, как это дело происходит вообще. Так, я уже приготовил, здесь у нас нарезал отрезки из этих скрепок длиной отрезки по 13 миллиметров. Здесь вот я уже зажал его в крокодильчике, и сейчас будем паять. Не забываем, да, про кислота паяльная, так как скрепка паяется только с кислотой. Нарезал, также приготовил вот такие отрезки термоусадки белого цвета. Диаметр 25, диаметр, вот он здесь нарисован, 12 миллиметров диаметр. И отрезки, они у нас идут по 18 миллиметров. Вот сюда вот они одеваться будут. А здесь уже будут торчать усики. Так, паять и кислотой. Небольшое количество кислоты. И все это дело паяется очень хорошо. Не забываем потом все это дело протереть спиртиком. Так, подставляем к ножке. И не забываем, что между ножек, между усиков должно быть минимальное расстояние. Вот таким вот образом мы его припаяли. Все, то есть он припаян. Так, берем следующую ножку. И канифоль она уже не используем, так как она не припаивается с канифолью. Капаем на
ножку немного кислоты и наносим припой. Здесь мы уже облудили на лампочке и подставляем ножку и припаиваем. Так, в принципе готово. Видно, что немножко одна ножка короче, другая длиннее, но это ничего страшного, можно будет подровнять кусачками. Так, затем одеваем сюда нашу термоусадку. Зажигалочкой мы ее обсаживаем. И все, у нас получилась вот такая вот лампа. Уже с патроном G4. Так, и то же самое повторяем со всеми этими лампами. Кому, если у кого-то есть такие же лампы, покупали, да, но светят они гораздо хуже, по 2,5 ватта, я их вот таким вот образом припаивал. То есть срезал с ламп силикон, то есть это силиконовый герметик, такой прозрачный. Я срезал ножом, ломается, он буквально прям очень легко срезается ножом канцелярским. Вот, с одной стороны срезал, и с другой тоже срезал. И буду припаивать уже вот эти вот ножки, буду припаивать вот к этому припою. Эти ножки уже сюда к припою припаяются, и все, будет нормально. То есть вначале здесь вот термоусадочкой сделаем, вот, и потом уже припаяем, и поверх этой лампочки еще одна термоусадка будет, ну, чтобы здесь заизолировать открытые участки оголенные. Вот, в принципе, и все. Вот таким вот образом припаиваем. Желательно тоже паять с кислотой, так как эти ножки, они не берутся канифолью, не паяются. Так, ну, в принципе, и все. Получится у нас вот такая лампа сдвоенная. Неказисто смотрится, но когда включен свет, вообще никакой разницы нет. Никто их и не видит, что там горит, какая лампочка. Главное, светлее стало, чем одна лампа. Вот, и уже лучше. Так, ну на этом я, наверное, буду заканчивать. Проверять я их уже не буду, так как мы уже их проверяли. И, как говорится, заявлено 9 ватт, светит на 8. Ну, это вообще отлично. Там 1 ватта не хватает. Но светят они очень ярко. Всем рекомендую. Так, ну и все, на этом я заканчивать буду. Кому понравилось видео, ставим лайк. Кому не понравилось, ставим дизлайк. Вот, подписываемся на наш канал. На нашем канале также будет много всего, что можно будет сделать своими руками. Какие-то обзоры на инструмент или полезные какие-то девайсы, которые я покупаю или заказываю на Алиэкспресс. Вот, или еще каких-то других сайтах. Вот, будем делать распаковочки, обзорчики, вот, и смотреть. Будет все интересно, я думаю. Так, кому интересно, что я делаю на заказ, можно будет перейти посмотреть на нашем канале, на нашу группу ВКонтакте, подписаться тоже, группа постоянная. Я делаю контактные сварочные аппараты, то есть машины контактной сварки с педалью, универсальные, то есть очень легко разбираются со станины, вот, и умещаются в багажник легкового автомобиля. Очень легко транспортировать куда-то. Вот, очень мощные, с разным вылетом клещей, для разных видов работ, как для проволоки, так и для жестянки, для дымоходов, ливневок, вентиляшек и так далее.
И очень также много заказов идет для производства каркасов венков вот, ритуальных. Вот, переходим, смотрим на нашем канале, подписываем на наши каналы резервные, Яндекс.Дзен и Рутюб. Так как YouTube могут нас на канал заблокировать в России в ближайшее время, поэтому подписываемся еще и на наши российские соцсети. Так, ну все, до новых встреч, всем пока.